Searching for love. Популярность ретро-гейминга очень легко объяснить. Еще совсем недавно это было довольно нишевым увлечением для коллекционеров и людей, застрявших в прошлом. Но тяга к древним технологиям как таковым значительно усилилась в период, когда большая часть человечества была вынуждена оставаться дома, что, по всей видимости, вызвало сильную рефлексию и, как следствие, желание вернуться к вещам, имеющим сентиментальную или ностальгическую ценность. Многие начали испытывать миллениальную тоску, побочным эффектом которой является желание покупать старые камкордеры, MP3-плееры, CRT-телевизоры и, собственно, игровые приставки. За последние 5 с лишним лет рынок ретро-игр сильно вырос, что привело к безумным ценам как на старые консоли, так и на картриджи и диски. Ностальгия продается, и зачастую у нее есть вполне конкретная цена. В связи с этим все больше людей начало прибегать к услугам эмуляторов, чтобы снова пережить свои детские воспоминания, не продавая при этом почку всяким спекулянтам. Обрели популярность бутиковые портативки с эмуляцией разных платформ, на фоне чего также появились компании вроде Analog и Chromatic, которые производят консоли на основе оригинального железа, но со всеми современными удобствами. И судя по тому, как их раскупают по предзаказу задолго до полноценного релиза, видно, что это весьма популярная и прибыльная затея. В общем, как я уже сказал, причина ажиотажа вокруг ретро-гейминга весьма очевидна, и мне хватило небольшого параграфа, чтобы ее описать. Но что если мы посмотрим на это с другой стороны? Возможно, для кого-то это не такой уже большой секрет, но в наше время существуют не только люди, которые просто увлекаются старыми играми, но также и те, кто их создает. И речь не о попытках сделать как раньше, а буквально создать игру, которую можно упаковать в картридж и пройти на 30-летнем железе от начала до конца. У многих наверняка возникнет вопрос: а зачем? Зачем кому-то идти на такие жертвы, тратить на это время и силы? Отвергать блага технологического прогресса и возвращаться в темные 8-битные века? Да примерно за тем же, зачем запускать Doom на тесте на беременность. Почему бы и нет? Нынче каждый может скачать Unity или Unreal и при помощи гайда на YouTube собрать некое подобие игры и выставить его на продажу в Steam. А вот на изучение технологий предков с целью понять, как игры делались десятки лет назад и как это воссоздать в современных реалиях, способны лишь немногие. И учитывая, что ни о какой серьезной прибыли в таком случае не идет и речи, остается только заниматься этим ради любви к самому ремеслу. Искать способы донесения своего уникального видения, используя ограничения старого железа в качестве преимущества. Размер оперативной памяти и мощность процессора консоли, количество отображаемых цветов, а также емкость самого картриджа служат неким сводом правил, которые в этом деле приходится соблюдать. Но в то же время это подталкивает разработчиков на эксперименты, ведь все эти ограничения только и просят, чтобы кто-то попытался их обойти. Окей, тут я немного преувеличиваю. Технически их обойти нельзя, ведь в таком случае игра либо не запустится на оригинальном железе, либо попросту не вместится на картридже. Скорее, я имею в виду то, как люди умудряются создавать визуально впечатляющие игры в этих строгих рамках. Это напоминает мне мангу, где у авторов есть только два цвета – черный и белый. Но они постоянно находят способы удивить читателя искусным применением контраста этих цветов. Конечно, чем больше цветовых оттенков, тем комплекснее становится изображение, что дает ему техническое преимущество перед, скажем, монохромным дисплеем оригинального геймбоя. Однако в этой, на первый взгляд, примитивности несложно отыскать определенный шарм. Геймбой значительно уступал конкурентам с их красочными LCD-дисплеями, но это совсем не помешало ему обрести большую популярность. Портативная консоль, игра на которой якобы превосходила по степени удовольствия запуск хорька себе в штаны, интересно, как они это проверяли, продавалась по весьма доступной цене, что в совокупности с низким энергопотреблением стало весомым преимуществом. На геймбое не только нашлось место для популярных маскотов компании, чье имя нельзя упоминать вслух, но и зародилась серия игр про карманных монстров, любители которой со временем полностью потеряли какие-либо стандарты качества. Потому легко представить, что у этой консоли, так же как и у ее Color-версии, спустя много лет все еще осталось много фанатов, вспоминающих былые времена с теплотой. И, наверное, вы сейчас подумали: «Эй, спасибо за историческую справку, но к чему ты ведешь?»
Дело в том, что тут я должен был сказать, что именно благодаря популярности геймбоя на нем все еще выходят игры, и обозреть десяток из тех, что мне попались. То есть сделать один из тех ленивых топ-10 современных геймбой игр. Или вроде того. Но это было бы слишком просто, потому для всего этого мне пришлось придумать оправдание получше. Мне никак не давал покоя тот самый вопрос «Зачем?». Да, я вроде как на него ответил, сказав, что всему виной банальный энтузиазм. Но на самом деле, эта тема глубже, чем кажется. Я бы даже сказал, что мы здесь имеем дело с айсбергом. Или, если позволите, кроличьей норой. Вокруг хомбрю игр для геймбоя существует целая комьюнити со своими знаменитостями и драмой, как это обычно и бывает. Что в целом не должно никого удивить, так как в наше время фанаты есть буквально у чего угодно. По созданию игр для геймбоя регулярно проводятся геймджемы. Независимые издатели выпускают игры на картриджах, как в старые добрые времена. Создаются демейки культовых классических игр, приквелы к стендапам. И даже большие корпорации используют популярность этой консоли в своих рекламных кампаниях. Потому становится очевидным, что все это делается не только ради личных достижений и внесения вклада в общее дело. Да, капитализм добрался и сюда. С геймджемами все просто. Есть призовой фонд, есть условия и судьи, победил, получил деньги. Участие в таких ивентах в первую очередь мотивировано совершенствованием своего мастерства и получением конструктивного фидбэка, нежели непосредственным желанием заработать. А вот коммерческие проекты, существующие в этой нише, могут показаться полной противоположностью бескорыстной натуре геймджемов. И к такому выводу прийти легко. Достаточно лишь взглянуть на то, какие компании за этим стоят. Будь то платформер про знаменитого Гримаса от Макдональдс или RPG от Crunchyroll, тяжело не приписать их к остальным попыткам больших брендов расширить рамки влияния, заказав у случайных разработчиков игру про своего маскота. Однако, во-первых, компании напрямую сотрудничают с людьми из комьюнити и маленькими студиями, а во-вторых, сами игры распространяются абсолютно бесплатно, в качестве интерактивной рекламы. Ограниченные физические релизы мы пока в учет не берем, это отдельная банка червей. Пускай за этими стоят пиар-отделы гигантских корпораций, талантливые разработчики получают внимание и деньги за работу, а библиотека любимой в народе консоли пополняется новыми играми. Все выигрыши. Но признаться честно, это показалось мне не очень-то убедительным. Понимаете, в наших краях геймбой, так же как и гейммен, были невероятной редкостью, потому мне было тяжело оценить популярность этой приставки, а представить выпуск на ней игры в качестве современной рекламной схемы уж тем более. В 2000-х такие игры продавались полноценными тиражами, так же как и любые другие. Расчет был на то, что узнаваемость бренда сама по себе сработает как реклама и заставит геймеров купить очередную игру про какого-нибудь Пеннисмена или Бургер Кинга, потому что они просто регулярно взаимодействуют с их продукцией. С другой же стороны, коробка с диском на витрине магазина электроники служит не хуже билборда для любого подростка, заглянувшего туда после школы. Бренд продвигает игру, и наоборот, игра напоминает о бренде. Однако все эти игры выходили на актуальных на то время платформах, тогда как в нашем случае речь идет о портативке, которой вот-вот стукнет 30. Опять же напрашивается вопрос, зачем этим компаниям тратить хоть и небольшие, но все же ресурсы на подобные авантюры? Это может показаться очень странным явлением, но в этом все же есть смысл. Стоит признать, что времена знатно изменились, и если бы Макдональдс или Crunchyroll выпустили игру для современных платформ, будем честны, ее бы забросали помоями по целому ряду причин. К тому же, никто в здравом уме не дал бы ход такой идее, просто прикинув стоимость разработки даже средненькой игры в наше время. Другое дело, если речь идет об игре для невероятно популярной приставки, по которой тысячи, если не миллионы, испытывают сильную ностальгию. Добавим к этому минимальные затраты на разработку ввиду ограничения железа и получим неплохой рекламный проект. Не запуск хорька себе в штаны, но тоже ничего. Игры для геймбоя прекрасно работают на эмуляторах, бутиковых портативках, запускаются в браузерах, эмуляторах на мобилках и мобильных браузерах, что делает их весьма доступными даже для тех, кто бросил видеоигры еще в детстве. Новостные сайты с удовольствием напишут о таком диковинном событии, а инфлюенсеры подхватят возможность быть первыми, кто спалит годноту для нормицев. Кто пишет это дерьмо? Так что, если посмотреть на это с такой стороны, подобная затея уже не кажется настолько странной. Тут, правда, возникает извечный вопрос морали и чистоты побуждений. Ведь такая стратегия эксплуатирует визуальную эстетику и популярность геймбоя, играя на уже упомянутой миллениальной тоске.
Grimace's Birthday была выпущена, собственно, в честь дня рождения Гримаса. Инди-студии, чья работа строится на хайпе, дроп-культуре и ностальгии. Ahima's Quest появилась благодаря внутренней шутке в аниме-комьюнити, которая была специально сфабрикована отделом брендинга и маркетинга Crunchyroll. Но стоит сказать, что какой бы замысел за этим ни стоял, все равно забавно видеть, что кому-то такие идеи приходят на ум, и более того, кто-то их утверждает. Это, конечно, не помогает очеловечить безликую корпоративную машину, просто дает увидеть, что за всем этим иногда скрываются люди, готовые выступить за рамки стандартных рекламных приемов. Вообще, весь этот сегмент пришел мне в голову при попытке оправдать подобные авантюры с финансовой точки зрения, ведь в наше время все принято оценивать именно так. Хотя основной же силой, которая движет разработчиками в этой нише, является нечто, чего Sigma-грандсеттерам и мамкиным криптоинвесторам попросту не понять. Творческая реализация. К такому выводу я пришел, пройдя больше десятка хомбрю игр еще накануне Нового года. Происходило ли это в 3 часа ночи? Пил ли я тогда вино, переживая за мамины операции? Может да, может нет. А может, пошел ты? Так или иначе, я отобрал те, которые меня чем-то зацепили. Будь то визуальный стиль, впечатляющие технические достижения или темы, поднятые в сюжете. Я постараюсь особо не спойлерить, но некоторые из этих игр настолько короткие, что это практически невозможно, так что имейте в виду. Говоря о хомбрю играх для геймбоя, было бы глупо не упомянуть Elegas Games, наверное, самого успешного разработчика в этой нише. Его самая популярная игра Tramatarium не только увидела физический релиз на картриджах, но и удостоилась отдельной карточной игры, компания которой собрала в 3 раза больше заявленного на Кикстартере, и вполне заслуженно. Tramatarium — это классический данжен-кроулер, который своим визуалом буквально выжимает все соки из железа оригинального геймбоя. Мы играем за безымянного рыцаря, посланного церковью, чтобы расправиться с мятежниками в местном замке, аргументируя эту авантюру тем, что в их смерти мы сможем обрести искупление. Ну знаете, обычный церковный благодетель. В первую очередь вы само собой заметите прекрасный пиксель-арт, отсылающий нас к золотой эпохе этого жанра, а местный геймплей только укрепляет эту позицию. В этой игре вам приходится учитывать не только здоровье вашего персонажа, но и его показатель сытости. Игрок передвигается по квадратам, каждый шаг между которыми отнимает 1 очко сытости, и при достижении 0 начинает съедать здоровье. Благодаря этому геймплейный луп состоит из коротких забегов по карте с осторожным и методичным исследованием, со сбором расходников и квестовых предметов. Tramatarium все время требует от вас принятия решений. Стоит ли вам, например, рискнуть и пройти еще парочку шагов в надежде найти что-то полезное, наплевав на потенциальную угрозу обратного пути, или же вернуться в таверну, отдохнуть и вернуться с новыми силами, при этом потратив на эту пробежку дополнительное время? В результате Tramatarium дарит довольно хардкорный, но все еще аддиктивный экспириенс, о котором обладатели геймбоя в прошлом могли только мечтать. И хоть я не самый большой фанат данжен-кроулеров, в демке этой игры время провел весьма неплохо. Однако один из предыдущих проектов этого разработчика зашел мне гораздо больше, несмотря на практически идентичный геймплей. Cargo является своего рода прототипом Tramatarium, пробой пера, которая, как я понимаю, позволила Elegas Games привлечь к себе внимание. Это довольно короткая и прямолинейная в своей структуре игра, демонстрирующая креативный потенциал и технические навыки ее создателя. Ее sci-fi тематика с элементами боди-хоррора мне пришлись по душе больше классического фэнтези, хотя обычно происходит наоборот. Так или иначе, Cargo привлекла меня опять же визуальным стилем и необычной цветовой палитрой. Только если в случае с Tramatarium, чья обложка напоминает какой-нибудь метал-альбом, что напрямую срезонировало с моим естеством, неряшливая тетя на обложке Cargo вообще не отражает вайбов игры. Она скорее наводит на мысли о вампирах, нежели о космическом хорроре, но по какой-то причине мне это вовсе не помешало. Сюжет игры разворачивается на пропавшем космическом корабле, на котором, по слухам, перевозили нечто невероятно ценное. В спешке прикарманить груз себе на корабль высаживается Мойра, классическая искательница наживы, которая очень быстро понимает, что дело тут нечисто. Все члены экипажа либо мертвы, либо мутировали в ужасных чудовищ. За исключением робо-медсестры, которая, несмотря на жутковатый внешний вид, все еще предоставляет услуги по лечению. В общем-то, кроме здоровья, нам здесь также приходится следить за второй шкалой – запасом воздуха, что работает точно так же, как и сытость в Траматариуме. Хотя по факту наоборот, потому что Cargo вышла раньше, но вы поняли, что я имею в виду.
Сюжетно это знакомая история про то, как ученые открыли потенциально пригодную для жизни планету, начали играть с силами за гранью нашего понимания, Айзек, сделай нас единым и все такое. Прохождение этого стильного компактного приключения минут на 20 оставило меня желать большего. Не в смысле, что я был разочарован, а скорее в ожидании продолжения этой идеи. И мне даже немного жаль, что Elygos Games пока отошли от хоррор-жанра, надеюсь, временно. Ведь до этого они экспериментировали в этом направлении, выпустив несколько занятных хорроров, которые стали важным переходным этапом в их карьере. Одним из которых был Bitterroot – коротенькая адвенчура с поиском и применением предметов в сеттинге жуткого поместья, в которой главная героиня забрела в поисках помощи с заглохшей машиной. Естественно, вместо телефона для вызова буксира она находит лишь злобных духов бывших обитателей и даже выясняет, что как-то связано с семьей, некогда владевшей этим домом. Да, это очень стандартный сетап для хоррора, но все это окутано чарующим пиксель-артом, отсылающим к старым фильмам ужасов, чем, на удивление, легко проникнуться. В целом, тяжело не заметить прогресс этой студии при взгляде на их небольшой каталог, и я рад, что подобные проекты находят свою аудиторию, а их создатели – успех. Если вас заинтересовали игры этого разработчика, ссылку на его страницу, так же как и другие, я оставлю в описании. Если прошлая тройка игр делала упор непосредственно на геймплее, то работы Flower Studio подходят к этому формату немного с другой стороны, то бишь концентрируясь на арт-дирекшене и рассказе более глубокой истории. И короткая визуальная новелла Dead Names отлично демонстрирует их креативное видение. В сеттинге будущего, в котором повсеместно используется некий аналог репликантов из Blade Runner, сюжет рассказывает о детективе полиции, который ведет допрос подозреваемого в убийстве одного из таких андроидов вместе с его владельцем. За какие-то 10 или даже меньше минут создателям удается не только передать историю через грамотное написание и выдающийся пиксель-арт, но и поднять очень важные темы. В частности, значение термина «deadnaming», проведя параллели между жизнями двух персонажей. Прямолинейность и лаконичность повествования доносят нужную мысль за столь короткое время, и это правда работает. Однако тем, кто предпочитает приходить к выводам собственноручно, такая подача наверняка покажется слишком простой. Но знаете что? Учитывая лимитации железа, Dead Names как минимум является впечатляющим техническим достижением, которое несет в себе интересный посыл, пускай его и очень трудно пропустить. К тому же следующая игра Flower Studio полностью исправляет этот недостаток. Своей эстетикой Don't Let Her In отсылает нас ко временам Atari, поручая управлением простым ребенком, оставленным дома в полном одиночестве, с одним лишь наставлением – никого не впускать. Вполне выполнимая задача, однако запасы еды уже начинают портиться, ведь с момента ухода отца прошло несколько недель. По радио без конца повторяются экстренные сообщения, телевизор выдает лишь помехи. Ваш беспокойный разум рисует самые ужасные события, которые, может быть, прямо сейчас происходят снаружи. При каждом взгляде в зеркало вы замечаете все больше признаков истощения, а отца все не видно. Что если с ним что-то случилось? Что если он попросту решил вас бросить? Странная женщина, которую он велел не впускать, выглядит не такой же злой. Кажется, она правда заботится о вашем здоровье. Но что если это уловка, чтобы воспользоваться вашим уязвимым положением? К моему удивлению, такая простая графика смогла произвести на меня нужное впечатление, заставив сомневаться в собственных действиях. Что делает Don't Let Her In достойным представителем психологического хоррора? Когда игра сказала мне «Вы устали, еды больше не осталось, все, что вы можете сделать, это лечь спать», я понял, что имею дело с чем-то поистине мрачным и депрессивным, чем она мне и приглянулась изначально. Эта игра – полная противоположность предыдущей. Визуальный стиль стал гораздо проще, теперь мы напрямую контролируем персонажа, а сюжет не дает какого-то четкого объяснения происходящему. Мы лишь можем собрать общую картину по кусочкам и интерпретировать все это как захотим. Прохождение игры на все концовки оставило у меня странное ощущение, но отнюдь не в плохом смысле. Вначале я думал, что все происходящее является каким-то жестоким испытанием, чтобы проверить послушность ребенка. Затем я понял, что имею дело со сверхъестественными силами. А в итоге оказалось, что масштаб событий сравним с небольшим локальным апокалипсисом. Хотя я все еще не отрицаю, что вся игра является метафорой к жестокому обращению с ребенком, и довольно очевидной. Сказать наверняка, я могу лишь, что Don't Let Her In оказалась для меня очень приятным сюрпризом. Ну или неприятным, смотря как посмотреть. И если Dead Names оставила меня желать немного большего, то эту игру я бы назвал полностью реализованным произведением.
как с художественной стороны, так и геймплейной. Здесь так же, как и с прошлой студией, прослеживается долгая работа над ошибками и оттачивание своего мастерства. Однако даже при взгляде на их скромное начало можно увидеть большой потенциал. The Melting Apartment сочетает в себе элементы point-and-click адвенчуры и аркадного шутера, что напомнило мне кодзимовского снетчера. Частный детектив прибывает в небольшой квартирный комплекс в поисках девушки, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Менеджер здания выказывает полное содействие и с радостью проводит детектива до ее квартиры. И если его дьявольская улыбка не покажется вам подозрительной, то, перекинувшись парой слов с другими жильцами, становится очевидно, что дело тут нечисто. А когда с потолка и стен начинает сочиться мерзкая обжигающая жижа, все окончательно слетает с катушек. Вдохновленная итальянскими джиало-фильмами и работами Дзюнзи Ито, Melting Apartment не просто копирует их элементы, а скорее использует их как ориентиры для рассказа собственной истории, которая хоть и является вполне проработанной и завершенной, все еще преступно коротка и проходится минут за 15, даже с учетом нескольких концовок. Вообще-то является главной проблемой большинства из этих игр, так как они либо были сделаны для геймджемов, либо как доказательство концепции. Да, им удается донести нужную мысль, но после их прохождения остается лишь желание увидеть эту мысль в полноценном формате. И в данном случае мне этого хотелось больше всего, и я такой далеко не один. Умелое сочетание детального в меру жуткого арта с редкими и даже не свойственными для этой консоли механиками делает Melting Apartment интересным маленьким приключением, демонстрирующим все нужные задатки для полноценной игры, что я надеюсь увидеть от этих ребят в будущем. Продолжая тему коротких, но стильных и изобретательных проектов, вдохновленных фильмами ужасов, представляю вашему вниманию Opossum Country от разработчика Бена Джелтера. Еще одну адвенчуру с элементами шутера от первого лица и I Can Fix Her симулятор, повествующую о простом доставщике пиццы, который прибывает в трейлерный парк в каком-то захолустье, тут же поняв, что ему здесь явно не рады. Более того, кажется, что никто здесь пиццу даже не заказывал. Каждый из местных колоритных реднеков упоминает загадочного человека по имени Билл, по всей видимости, главу этого поселения. Жители трейлер-парка довольно враждебны к посторонним, за исключением одной девушки, молчаливость которой главный герой принимает за дружелюбие, решая перед отъездом проверить, все ли у нее хорошо. Однако на пороге ее трейлера нас встречает сам Билл, убеждая, что ни о каких девушках не знает и живет здесь один. Обойдя парк еще раз, мы выясняем, что девушка просто решила перекусить в одном из мусорных баков. И главный герой, собственно, включает режим героя и обещает увезти ее из этого кошмарного места. Но, как обычно и бывает в фильмах ужасов, машина напрочь отказывается заводиться, и нашему доставщику снова приходится пробежаться по трейлерам в поисках телефона. Само собой, у этих деревенщин рабочего телефона не оказывается, и ему остается лишь вернуться обратно в машину, только чтобы обнаружить выбитую дверь и следы, ведущие вглубь леса за трейлерным парком. И черт возьми, как же мне тяжело остановить себя от полного пересказа сюжета. Вообще, если прошлая игра показалась мне преступно короткой, то Opossum Country за менее чем 20 минут, к моему удивлению, оставила после себя чувство завершенности. И когда я думаю о том, как ей это удалось, ответ становится вполне очевидным. Вы сами решаете, в каком порядке опросить местных жителей, и во время исследования запоминаете расположение важных предметов, на случай, если это пригодится позднее, и в 100% случаев так и будет. Шутерная составляющая здесь не сваливается из ниоткуда и не ощущается как попытка удивить играющего, а органично придает игре глубины, благодаря тому, какой вес отстрел опоссумов имеет с сюжетной точки зрения. На самом деле, после определенного момента вам наверняка захочется попросту избегать боя, что игрой тоже предусмотрено. При прочтении диалогов мой мозг наделил каждого персонажа своим голосом, заставив их звучать ровно так, как они выглядят, что является ярчайшим признаком грамотной манеры написания и полного понимания сеттинга и вайба всей истории. У всех обитателей трейлер-парка есть причины там находиться. Все они сбежали от какого-то грустного прошлого в надежде обрести новую жизнь. Эта игра лишь прикидывается ужастиком категории «Б», скрывая в себе темы экзистенциализма, религии, психических и физических травм, а также задается вопросом, что делает нас людьми, и что еще важнее, мечтают ли опоссумы о мусорных баках. Кстати, во время написания этого сегмента я узнал, что Opossum Country была выпущена в составе Metamorphosis Collection, компактной трилогии игр Бена Джелтера с физическим релизом на картридже, что всегда приятно видеть. Сама же игра все еще бесплатна,
и доступна на его странице на itch. A Dark Winter Wonder основана на древней шведской традиции под названием Ösgång или Year Walk, или годовая прогулка. Я фиг знает, как это правильно перевести. Суть ее вот в чем. Всякий желающий заглянуть в будущее и узнать, что принесет грядущий год, должен в новогоднюю ночь отправиться в небольшое путешествие, пройдя коварные испытания мистических сил. Что для кого-то наверняка прозвучит приятнее праздничного застолья. Вот и для главной героини Эмблы новогодние празднества потеряли свой шарм после весьма неприятного случая, произошедшего с ее сестрой, в котором она частично винит и себя. Это испортило отношения в семье, и несложно представить, какой будет обстановка за столом в этом году. И с этими мыслями Эмбла ложится спать, отправляясь в свою собственную годовую прогулку. В этом стильном, пропитанном шведским фольклором приключении ей предстоит сделать не один трудный выбор – встретиться с мифическими существами и узнать горькую правду жизни, которая позволит взглянуть на семейную драму с другой стороны. И все это лишь ненамеренно запутанный способ сказать, что эта игра запала мне в душу довольно сильно. Думаю, это само собой разумеется, но выглядит она просто отлично. Более детализированные катсцены передают мрачный и жутковатый тон истории, а чарующие экспрессивные спрайты напоминают о некой шутливости, с которой большинство персонажей к вам обращается. Эта игра отнюдь не веселая, ведь напрямую говорит о злоупотреблении веществами и о его влиянии на круг семьи. Просто все эти потерянные души, свинодемоны, ведьмы и драугры цинично подначивают игрока, постоянно заставляя задуматься о моральности ваших действий. Вам все время приходится вертеть судьбами других персонажей, созданий которых вы видите впервые, что гораздо проще, чем, скажем, посмотреть в глаза с собственным страхом. Dark Winter Wonder берет за основу древние поверья, но представляет их как личную рефлексию над уже произошедшими событиями, вместо традиционного предсказания будущего, что, должен признаться, весьма умно. Автор игры Red Skald любит исследовать мрачные темы в свойственной для шведов меланхоличной манере, и, надеюсь, он продолжит экспериментировать в этом направлении. Знаете, игры, которые напрямую со мной резонируют, попадаются совсем нечасто, и я уж никак не ожидал найти одну из таких здесь. Soul Void от художницы под ником Кадабура является прямым доказательством того, что искусство всегда найдет путь к тем, кому оно необходимо, даже через строгую архитектуру портативки из поздних 90-х. Сочетая разные художественные техники, простой, но броский контраст цветов и собственные переживания, Кадабуре удается не только показать, чего можно достичь в этой нише с визуальной и геймплейной точки зрения, но и прокатить на полноценном эмоциональном аттракционе. В первую очередь игра придется по душе всем творческим людям, а особенно тем, кто не осмеливается таковым себя назвать. Да, историю про борьбу с психическими травмами, навязчивыми мыслями, депрессией, творческим кризисом, тягой к саморазрушению и самоизоляции мы видели уже приличное количество раз. И все же эти темы продолжают находить во мне отклик снова и снова. Возможно, дело в том, что пока все остальные работают над своими проблемами и продолжают двигаться дальше, я остаюсь на месте, зарываясь все глубже. Хотя нет, бред какой-то. Скорее, дело в том, что каждая такая история индивидуальна и дает взглянуть на все это через уникальное креативное видение и личный опыт рассказчика. Короче, это я к тому, что Soul Void иногда буквально озвучивала мои собственные переживания. Токсичная продуктивность, поиск одобрения, неумение принимать комплименты, отвращение к себе и сравнение себя с другими, среди прочего, составляют мой обычный день. И если вы подумали, что я тут просто решил излить душу без причины... Нет, на самом деле это не мои слова, это слова игры, окей? Сама же игра не то чтобы выделяется своим геймплеем. Это вполне обычная бродилка с диалогами, сайд-квестами и в меру простыми головоломками, проходящая в напоминающей лихорадочный сон пустоте. Кругом бродят потерянные души, чей вид искажается все сильнее по мере вашего путешествия вглубь этого мрачного и гнетущего места. Ключевые персонажи, выделенные отдельными портретами, немного проливают свет на события игры и причину вашего нахождения в пустоте, но основная загадка остается таковой до самого конца. В какой-то момент вы собираете историю по кусочкам и даже начинаете понимать мотивацию злодея и правила, по которым существует эта вселенная. Правда, логика из реального мира здесь все так же бесполезна, что круто, ведь вы никогда не знаете, чего ожидать. Стоит также сказать, что Soul Void не полностью состоит из уныния и меланхолии.
Да, порой просто идя по коридору, вы рискуете встретиться со своим самым большим кошмаром, который посоветует вам срезать себе лицо. Или обреченная на страдания душа попросит вас избавить ее от мучений, пока вы стоите по колено в крови посреди пещеры из плоти. Но здесь нашлось место и юмору, который, правда, заставил меня, может, и не рассмеяться истерически, но я точно пару раз сделал... Во всех прошлых случаях я ни слова не сказал про музыку, и по большей части потому, что из-за аудиочипа геймбоя она почти всегда звучит как набор бипов и бупов, за редким исключением. И саундтрек Soul Void был этим исключением, оставшись со мной после прохождения. Само же прохождение заняло у меня чуть больше 2 часов, что было еще одним приятным сюрпризом, учитывая продолжительность прошлых игр. Здесь даже есть сохранение. Я ненавижу оценивать игры как контент, но благодаря побочным квестам и бэктрекингу, который для них потребуется, из нее можно выжить как минимум еще часок-другой. Никаких наград, кстати, за это не дают, делая упор на самом акте помощи другим. Поможете ли вы одинокой пиявке найти друга? Доставите ли вы письмо волнующихся родителей их сыну? Угостите ли голодное существо печенькой? Решать только вам. Игра проходится и без этого, но сможете ли вы пройти мимо? Нет, серьезно, я, например, не могу, и поэтому все мои прохождения занимают так много времени. Черт, я могу очень долго болтать об этой игре, рассказывая о каждом мелком моменте, который заставил меня что-то почувствовать. Но мы здесь не за этим. По крайней мере, не в этот раз. Включив претенциозность, скажу, что здесь милота граничит с гротескной жестокостью, самокопание с заботой о других, безысходность с надеждой, как зеленый цвет с красным. Эта игра меня удивила. Мне было грустно, мне было весело. Я все время тыкал пальцем в монитор при виде крутого пиксель-арта. И в целом очень хорошо провел в ней время, вынеся из нее много разных мыслей и эмоций, что я ценю в играх превыше всего. Потому я надеюсь, что если вы возьмете какую-то из увиденных игр на прохождение, то это будет Soul Void. Вместе со ссылкой на игру я также оставлю и ссылку на арт Кадабуры. Он просто потрясающий и стоит вашего времени. И вот он, конец этого видео. Сказал бы я, если бы у меня не было еще миллиона рандомных мыслей по поводу всей этой темы. Дело в том, что игры, которые мы сегодня здесь увидели, это не только лишь верхушка айсберга под названием Game Boy Homebrew, но это даже не все, во что я поиграл накануне наступления 2025 года Змея. Те игры, которые вы наблюдаете на своих экранах прямо сейчас, либо попросту не вписывались тематически, либо слишком затянули бы и без того неоправданно длинное видео. Так что я решил уделить внимание только самым подходящим по тематике. То бишь мрачные, немного жестокие, чутка с глубокими подтекстами и таким прочим. Но они все клевые и стоят вашего внимания. И постойте, прежде чем вы скажете «А где же He Fucked the Girl Out of Me?», как можно было делать это видео, не упомянув такой важной игры? Я тоже прошел ее в рамках своего новогоднего безумия и даже записал свое прохождение, чтобы потом использовать в этом самом видео. И более того, даже начинал писать о ней отдельный сегмент. Однако я быстро понял, что не знаю, как подойти к этой игре, не начав высказывать свое мнение о тех, кто сворачивается в черную дыру при виде одной конкретной аббревиатуры. Да и я недостаточно осведомлен по вопросам смены пола и работы в секс-индустрии, потому с моей стороны было бы просто неуважительно об этом рассказывать. Это очень смелая и тяжелая игра, которую невозможно рекомендовать. Но если решите посмотреть, что она из себя представляет, пожалуйста, прочитайте описание и предупреждения. Они там не просто так. Я понимаю, что это видео наверняка получилось довольно странным, как по сравнению с другими, так и по самой структуре. По большей части потому, что первую половину я написал примерно в тот период, когда во все это играл. Но еще и потому, что время от времени мне просто хочется делать что-то новое. Даже если это новое, чье-то затертое до дыр старое. Это я к тому, как вначале сказал, что не хочу делать ленивый топ игр в духе конвейерно-развлекательных каналов, но в итоге что-то такое и получилось. Просто я подумал, что если для меня вся эта тема оказалась увлекательной, может кому-то она тоже будет интересна. Игры всегда были для меня мирами, в которые можно сбежать от реальности, как бы глупо и по-ребячески это ни звучало. И путешествие по этим играм ощущалось как исследование подпольного мира, о котором никто не знает. Другого мира, если позволите. Будто бы я стал участником закрытого клуба, в котором каждый может высказаться и поделиться своей работой с остальными. Каждая из этих игр напрямую демонстрирует навыки, видение, вкусы, эмоции и переживания создателей, производя впечатление личного разговора с играющим. Да, так можно было бы сказать о многих играх, только в данном случае все они были сделаны одним, ну максимум двумя людьми.
которые явно занимаются этим не ради популярности или денег. Ведь куда проще было бы слепить дерьмовый хоррор из готовых ассетов и надеяться, что какой-нибудь известный стример в него поиграет. Я полагаю, что GB Studio, в которой создается большинство современных геймбой игр, тоже не особо сложное в освоении. Но, по крайней мере, требует преданности общему делу и добровольного принятия всех ограничивающих факторов. Хотя эти самые ограничения зачастую наоборот оказываются освобождающими, сужая круг возможностей, но фокусируя на самых главных вещах, необходимых для донесения основной мысли. Что для многих креативных людей является единственным способом избавиться от паралича выбора и вообще закончить какой-либо проект. Потому не так уж тяжело представить, что кто-то специально отвергает все популярные игровые движки и тренды индустрии, отдавая предпочтение чему-то столь нишевому. И знаете, смотря на то, как люди выпускают эти игры только из непреодолимого желания сделать что-то крутое или поделиться своим жизненным опытом, заведомо зная, что их искусство увидят лишь немногие, могу сказать, что очень уважаю такой подход и пытаюсь следовать ему сам. Само собой, мне хочется, чтобы то, что я делаю, увидело как можно больше людей. Но поскольку я не имею над этим контроля, очень важно напоминать себе, что в первую очередь я занимаюсь этим ради любви к самому делу. В общем, я надеюсь, что сегодня вы узнали что-то новое, может быть, нашли парочку игр на вечер-другой, или просто неплохо провели время, пока я тут болтал. В этот раз вместо всяких лайков, подписок и колокольчиков у меня есть кое-что поинтереснее. Те, кто смотрит мои видео уже давно, знают, что темы для этих самых видео я выбираю сам и держу их в тайне до последнего. Проблема в том, что сейчас у меня висит несколько идей, которые мне одинаково интересны, потому в этот раз вы решите, за что я возьмусь в первую очередь. В нашем Дискорде во вкладке «Анонсы» будет опрос с играми, про которые я хотел бы сделать видео. Так что, если хотите поучаствовать, вперед! Тема для этого самого видео все еще остается за мной. Какая-то доля непредсказуемости должна же остаться. Но, по крайней мере, вы можете выбрать саму игру. И это максимум контроля, который я могу предложить, так что не упустите такую невероятную возможность. Вариант, который победит, станет темой для следующего видео после того, над которым я работаю прямо пока мы с вами говорим. В любом случае, огромное спасибо за просмотр. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает меня на BuyMeACoffee и спонсорам на YouTube. Мирного неба вам над головой. И увидимся в следующий раз.